Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро отшлифовать поверхность кожи, как убрать пигментные пятна и омолодить даже самую дряблую увядающую кожу. Сегодняшняя маска подходит для всех типов кожи. Ее можно нанести также на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями эту маску можно нанести и на кожу вокруг глаз, не заходя на слизистую оболочку. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Также для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску за час до сна, и утром ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите пищевую соду. Сода – это наилучший очищающий компонент, который вы можете использовать в домашнем уходе. Сода отлично шлифует поверхность кожи, убирает неровности, убирает пигментные пятна, улучшает оттенок кожи, также хорошо проникает в расширенные поры, убирает все загрязнения, очень сильно смягчает кожу, убирает морщины. Возьмите 1 чайную ложку пищевой соды. Соду возьмите без горки. Если сода имеет комочки, уберите комочки. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится рисовая мука. Вы можете использовать уже готовую рисовую муку, также вы можете ее самостоятельно приготовить. Возьмите небольшое количество белого риса, перемелите его в кофемолке. Я рекомендую взять большее количество риса, так как рисовая мука очень часто используется для приготовления домашних масок. Для сегодняшней маски нам понадобится 1 чайная ложка рисовой муки. Рисовая мука также хорошо смягчает кожу, улучшает цвет лица, является очень хорошим компонентом, который также в момент подсыхания дает и лифтинг, подтягивающее воздействие. Смешайте все сухие ингредиенты. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится косметическое масло. В зависимости от вашего типа кожи используйте косметическое масло. Я для сегодняшней маски использую косметическое масло лепестков роз домашнего приготовления. Вы также можете самостоятельно приготовить домашнее косметическое масло. Возьмите небольшое количество лепестков роз, либо листьев ромашки, либо цветов ромашки, либо листьев мяты. Залейте сверху оливковым или подсолнечным маслом, закройте плотно крышкой и держите 3-5 дней в темном помещении комнатной температуры. После истечения этого срока косметическое масло готово, и его можно использовать в домашнем уходе. Для сегодняшней маски нам понадобится 1 чайная ложка косметического масла. Вы также можете использовать аптечное косметическое масло. Если у вас очень сухой тип кожи, то возьмите касторовое масло. Если у вас жирный тип кожи, то можно использовать масло персика. Нужно взять 1 чайную ложку косметического масла. Тщательно вбейте косметическое масло в предыдущие ингредиенты. В момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно вбивайте компоненты. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Все эти ингредиенты очень хорошо взаимодействуют между собой. Также все рецепты домашних масок я показываю в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут для того, чтобы в домашних условиях сделать очень качественную антивозрастную омолаживающую маску. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится витамин D. Можно использовать масляную консистенцию витамина D. Также для сегодняшней маски подойдет и витамин D3. Если у вас витамин D в таблетках, то возьмите 1 таблетку, разотрите ее в порошок, слегка размочите водой и используйте для домашнего ухода. Добавьте в сегодняшнюю маску. Для сегодняшнего рецепта я использую витамин D в масляном составе, а витамин D в таблетках я принимаю вовнутрь. Не забывайте, что витамин D – это очень важный компонент, очень важный витамин, который вырабатывается в организме только под воздействием ультрафиолетовых лучей и очень сильно влияет на состояние не только здоровья, но и кожи. Нужно взять 10 капель витамина D. Тщательно взбейте все ингредиенты. В момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно взбивайте компоненты.
так, чтобы в домашних условиях сделать очень качественную антивозрастную омолаживающую маску. Маска имеет очень приятную консистенцию. Для достижения наилучшего эффекта наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, размочите их водой комнатной температуры, нанесите на влажную умытую кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Не наносите кислотную скатку на кожу вокруг глаз. В течение 3 минут поскрабируйте кожу лица по кожно-массажным линиям, уберите верхний ороговевший слой клеток. Затем оставьте кислотную скатку еще на 3 минуты до легкого подсыхания. Для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в неделю, для сухого типа кожи 1 или 2 раза в месяц. По истечении 3 минут смойте кислотную скатку водой комнатной температуры и приступайте к нанесению домашней маски. Наносите все домашние маски по кожно-массажным линиям. Эту маску нужно нанести в 2 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите второй слой. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.